Исторический обмен заключенными между западными странами и Россией остается главной темой обсуждения. Сегодня мы ждем пресс-конференцию освобожденных политзеков, а пока вспомним, как такой беспрецедентный результат был достигнут. Почему беспрецедентный? Потому что в нормальном мире настоящие государства заложников не берут. А если людей и обменивают, то обычно это обмен равнозначный. Меняют одних шпионов на других в рамках сложных взаимоотношений между спецслужбами. Обмен российских граждан на российских же граждан, политзаключенных на преступников – это нонсенс. Но в кои-то веки нонсенс позитивный. «30 марта 2023 года ФСБ заявляет, что накануне в Екатеринбурге был задержан корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович. ФСБ утверждает, Гершкович собирал секретные сведения об оборонных предприятиях России и был взят с поличным. Сам Гершкович говорит, что приехал в Екатеринбург как журналист, чтобы взять интервью о том, как России удается поддерживать высокий темп восстановления танков для отправки в Украину. Но независимо от формулировки, все плюс-минус понимают, что происходит. Гершкович не первый гражданин США, попавший в российскую тюрьму по притянутому за уши обвинению. Такая стратегия позволяет России торговать заключенными как заложниками. По сведениям Wall Street Journal, Путин лично санкционировал и держал на контроле операцию по захвату Гершковича. Тут нужно проговорить момент, который для нас, россиян, не всегда очевиден. Что случится, если абстрактного россиянина арестуют в не очень замороченной на законах стране по надуманному обвинению? А примерно ничего не случится. Какое дело нашему МИДу или тем более президенту до этого россиянина? Он влип, его проблемы, у МИДа лапки. Но если арестованный россиянин окажется торговцем оружием или киллером, работающим на российские спецслужбы, это уже совсем другой разговор. За такого будут биться до последнего. Так вот, в США все не так. В США про любого гражданина, который попал в беду, президенту и Госдепу забыть не дадут. Если они ничего не будут делать, избиратели им это припомнят на ближайших выборах. А Эван Гершкович не простой американец, который попал в тюрьму в другой стране. Он журналист, и профессиональное сообщество про него не забудет. А еще у Гершковича оказалась стойкая и боевая мама, которая выросла в Ленинграде примерно в те же годы, когда там рос Путин. Она была очень мотивирована и не позволяла забыть о ее сыне. Пока Гершкович был в тюрьме, она встречалась со множеством политиков, не только с Байденом и Шольцем, но даже с Зеленским, и всех просила содействовать освобождению ее сына. Вокруг задержания Гершковича довольно быстро поднялся большой шум. Журналисты начали связываться со своими контактами в Вашингтоне, и после очередного звонка в Белый дом госсекретарь Энтони Блинкен перезвонил и пообещал: «Мы его вернем». В сущности, все варианты возвращения Гершковича сводились к обмену на того, кто нужен российскому правительству. Но штатам некого было предложить. В американских тюрьмах нет никого, кого хотело бы освободить российское руководство. Хотя имя нужного Кремлю человека было хорошо известно. Это Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство. Красиков – ветеран-афганец, офицер спецслужб, связанный с Путиным еще с 90-х годов. Западные разведки предполагали, что в те времена он мог быть телохранителем Путина. В 19 году Красиков приехал в Берлин с документами на имя Вадима Соколова. В один августовский день он сел на велосипед, подъехал к человеку в парке и расстрелял его на глазах у десятков людей. Погибший оказался бывшим чеченским полевым командиром Зелимханом Хангашвили. После убийства Красиков переоделся, снял парик, сбросил в реку шпреи, пистолет и велик и уже совсем было засобирался по своим делам, но его заметили двое подростков, которые сообщили о преступнике полиции. Убийцу поймали. И, кстати, Красиков продолжал утверждать, что он Вадим Соколов. Выяснить, кто он такой на самом деле, получилось при участии расследователя Христа Грозева, который установил, кем был обвиняемый на основании открытых данных. В ходе дальнейшего расследования стало известно, что Красикова подозревают еще как минимум в 2 убийствах предпринимателей в России. И вот этого человека Кремль был готов обменять на Гершковича. Еще раньше, в 22 году, Россия предлагала за Красикова бывшего американского морпеха Пола Уиллана, который приехал в Москву на свадьбу друга, а оказался в тюрьме по обвинению в шпионаже. Вообще, это любопытная деталь. Москва пытается выменить киллера из немецкой тюрьмы, но с торговым предложением все время обращается не к Германии, а к Штатам. Захватывает для обмена американских граждан. Ни в 22 году, ни позже США не удается заинтересовать Германию сделкой, включающей освобождение убийцы из немецкой тюрьмы. Но Россия продолжает свою политику торговли заложниками. Предпосылки для этой практики появились в 2008 году в Бангкоке.
Тогда россиянин Виктор Бут, торговец оружием, судя по всему связанный с российскими спецслужбами, согласился продать ракеты «Земля-воздух» колумбийским террористам, чтобы те якобы сбивали американские вертолеты. Террористы оказались информаторами Управления по борьбе с наркотиками США, Бут попался и сел в американскую тюрьму. В 2010 году бывший летчик российских ВВС Константин Ярошенко был задержан в Либерии во время операции по предотвращению контрабанды героина. Для США это были операции по борьбе с транснациональными угрозами. Для российского руководства – американское вмешательство в чужие дела, причем вне собственной юрисдикции. И ведь арестовали не кого попало, а тех, кто выполняет грязную работу для российских спецслужб. То есть тех, за кого готово впрягаться российское государство. Но ни переговорами, ни давлением Москвы освободить Бута и Ярошенко не удавалось. Тут не только Барак Обама, но и восхваляемый российской пропагандой Дональд Трамп были непреклонны. Оба россиянина оставались в тюрьме. В 2018 году происходит перелом. Россия переходит к новой стратегии, неприемлемой для любого цивилизованного государства. Начинает формировать обменный фонд из американцев, которых под любым предлогом сажают в тюрьму на какие-то совершенно несообразные сроки. Первым был Пол Уиллан. В 2019 году Тревор Рид, ранее служивший в охране вице-президента Байдена, а в 2022 Бритни Грайнер, баскетболистка. Ее задержали в Шереметьево из-за вейп-картриджей, в которых было менее 1 грамма гашишного масла, прописанного врачом. Все арестованные американцы получают огромные сроки, и правительство США встает перед дилеммой: как вытаскивать заложников, не поощряя автократа захватывать новых? В конце концов, в 2022 году Рида меняют на Ярошенко, а спустя несколько лет Грайнер на Бута. Сейчас продолжим этот шпионский триллер и обсудим, как все-таки захватили новых и что случилось дальше, но сначала небольшая реклама. Испания решила закрыть программу золотых виз, по которой можно получить ВНЖ Испании на 3 года при инвестициях более 500 тысяч евро. С таким предложением выступил председатель правительства Педро Санчес, но пока оно не вступило в силу. Есть возможность запрыгнуть в последний вагон и получить вид на жительство в Европе с правом продления по этой программе. Лучший вариант – инвестировать в недвижимость Барселоны. Этот город привлекает сотни тысяч людей климатом и уникальной архитектурой. При этом он ограничен географически, расти ему просто некуда. А спрос на недвижимость растет с каждым годом, что делает ее привлекательным объектом для инвестиций. Например, за последний год недвижимость выросла в цене на 7,2%. Сами испанцы испытывают трудности с долгосрочной арендой квартир в Барселоне, и мэр города принял решение сократить рынок краткосрочной аренды для туристов, добавив возможности для долгосрочной аренды, которая может приносить инвестору еще 4,7% годовых. Но, разумеется, в Барселоне, как и в любой точке мира, есть свои подводные камни в процессе приобретения недвижимости. На что обратить внимание и где искать подходящие объекты, вам подскажет Марина Юнусова, риэлтор с опытом работы более 14 лет. Специалисты из ее компании сформируют для вас персональную стратегию. Подберут не только жилую недвижимость, которая со временем прирастет в цене, но и коммерческую для формирования арендного дохода. Сопроводят сделку, помогут оформить право собственности, а если потребуется, возьмут в управление объект для повышения его рентабельности. Также помогут перевести деньги из России в Европу, оформить банковские карты и ВНЖ. Так что если у вас есть сумма от 500 тысяч евро и вы готовы инвестировать ее в недвижимость, получив не только метры, но и возможность жить в Европе, то по ссылке в описании оставьте свои контактные данные. Специалисты свяжутся с вами и помогут осуществить задуманное. А если вы укажете промокод MAXCATS, миграционный адвокат оформит ВНЖ инвестора для всей вашей семьи бесплатно. Продолжаем. Ярошенко с Бутом назад получили, но как получить назад Красикова? И тут задержание Гершковича. В 2023 году правительство США ищет любые возможности, чтобы помочь Гершковичу и Уиллану. Тот находится в российской тюрьме уже 5 лет, Уиллан. А в октябре в список американских граждан, нуждающихся в защите от России, добавляется Алсу Курмашова, журналистка из Праги и гражданка США. Переговорщики из США предлагают обменять своих граждан на группу россиян, осужденных в Штатах за ненасильственные преступления. Но такой вариант российскую сторону не интересует. Тогда начинают обсуждать другой сценарий – обмен американцев на российских агентов, пойманных в последние годы в Словении, Норвегии и Польше. С этими государствами у США уже есть предварительные договоренности. Российская сторона дает понять – это уже лучше, но все же американцы должны предложить нечто большее. Во время пресс-конференции в декабре 2023 года на вопрос об освобождении Уиллана и Гершковича Путин не говорит прямо, но всячески намекает.
Американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, которое устраивает российскую сторону. Во время интервью Такеру Карлсону Путин обозначивает свою позицию еще четче. В ответ на слова интервьюера, что Гершкович не шпион, Путин говорит, на кого готов обменять журналиста. Цитирую. «Человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита», — говорит он. Догадайтесь, кто? Тем не менее, в Германии долго стоят на своем. Отпускать такого опасного убийцу, как Красикова, совершенно неприемлемо. Более того, это очень опасный шаг с политической точки зрения. Как потом объяснить избирателям, что руководство страны выпустило из тюрьмы профессионального киллера? Но сделка не сходит с повестки. Усилиями дипломатов и переговорщиков предлагается решение, которое может устроить всех. Внезапно оказывается, что для Германии сделка станет морально оправданной, если в обмен на Красикова Россия освободит Алексея Навального. Алексей был не только признанным лидером оппозиции в России, но воспринимался как герой во всем мире. И особенно в Германии, где обстоятельства его отравления, приезда в страну, лечения и возвращения в Россию привлекли много внимания. Спасение из тюрьмы Навального могло оправдать освобождение убийцы. Так формируется пакетная сделка. Канцлер Олаф Шольц лично обсуждает ее с президентом Джо Байденом. С одной стороны, Навальный и граждане США, с другой – Красиков и российские шпионы, задержанные в европейских странах. Мюнхенская конференция в этом году должна была стать одним из этапов этой сделки. Планировались переговоры Камалы Харрис с представителями Словении. Директор ФБР должен был проинформировать глав разведок других стран. Новость гибели Навального разбила все зарождающиеся надежды. Смерть Алексея стала тем более тяжелым ударом, что надежда на его скорое освобождение была сильна. Теперь мы знаем, что убийство Навального стало ударом не только для родных Алексея и всех нас, но и для тех, кто ждал спасения Эвана Гершковича и Пола Уиллана. Потому что все выглядело так, будто сделка сорвана. Несмотря на все эти обстоятельства, к маю в Германии формируется новая переговорная позиция. Красиков все равно необходим для сделки по освобождению граждан США. И раз в эту сделку нельзя включить Навального, правительство Германии хочет освобождения максимально возможного числа российских политзаключенных. Правительство Германии решило спасти нескольких россиян от собственного государства и спасло. Последние этапы сделки проходили на фоне серьезной турбулентности в США. Переговоры шли, пока демократы уговаривали Байдена сняться с выборов. Трамп заявлял, что стоит ему стать президентом, и уж он-то точно договорится об освобождении Гершковича. Байден, сидя на самоизоляции из-за ковида, контролировал продвижение переговоров. За час до того, как было объявлено, что Байден выбывает из президентской гонки, он созвонился с премьером Словении, чтобы убедить его включить в сделку российских шпионов, осужденных в этой стране. Про этих шпионов вообще можно снять отдельный фильм. Их 10-летние дети, 9 и 11 их детям, вообще были не в курсе, что их родители россияне. Думали, что они аргентинцы, живущие в Словении. Родной язык у них испанский. А о том, что вообще происходит такое, и что они связаны как-то с Россией, они узнали только в самолете на пути в Москву. В общем, колесики завертелись потом. Дальше мы все видели сами. Теперь мы знаем, как сделка выглядела изнутри со стороны западных стран, которые вели переговоры. Но есть еще один аспект, не менее важный. То, как этот обмен выглядел изнутри, с точки зрения российской власти. На первый взгляд, поведение российского государства не выглядит логичным. Никто из тех, кого вчера прислали в обмен на политзеков, не является каким-то важным прям человеком. Они рядовые бандюки и работники спецслужб. В нашем режиме между ними нет особой разницы. Вроде бы странно, что за них так активно впрягаются, учитывая отношение нашего государства к своим гражданам. Казалось бы, пусть эти неудачники, которым хватило глупости попасться, гниют себе в западных тюрьмах. Зачем за них отдавать столь ценный ресурс? В чем вообще смысл спасать всех этих провальных шпионов, хакеров и убийц? Логика здесь на самом деле очень понятная, чисто мафиозная. В развитых преступных организациях даже рядовые члены получают дорогих адвокатов. Поддержку в тюрьме и помощь родственникам, пока сидят. Все вот эти вот плюшки. Не по доброте душевной и не потому, что очень щедрые руководители преступных группировок, а потому что этой помощью обеспечивается их верность и молчание. Когда провальные убийцы, шпионы, наркоторговцы, хакеры и прочие малосимпатичные личности знают, что их будут вытаскивать, они не сотрудничают со следствием. Им не нужно облегчать свою участь, ведь какой бы срок им ни назначили, они его не отсидят.
Поэтому такие огромные ресурсы тратятся на столь незначительных персонажей. Персонажи, может, и незначительные, а вот наговорить они могут много всего интересного. Обратите внимание, после возвращения на российскую территорию про всех этих героев моментально забывают. Тот же Виктор Бут почти 15 лет выковыривался из США. Ему строили образ великомученика, томящегося в американских застенках по сфабрикованным обвинениям. Но когда он прибыл на родину, то дал пару интервью, и на том его публичная жизнь и закончилась. Как только эти люди перестают представлять угрозу своими потенциальными признаниями и показаниями, про них тут же навсегда забывают. На самом деле они никому не нужны. Нужно только, чтобы они молчали. Из-за этого вся картина выглядит еще менее приглядно. Молчание настоящих уголовников было оплачено судьбами российских граждан, взятых в заложники собственным государством, ну и иностранного журналиста. Картина неприглядная, но неудивительная. Мы знаем, что российское государство содержит огромную зарубежную преступную сеть, а точнее множество таких сетей. Кто-то занимается политическими убийствами, кто-то коррумпирует западных чиновников, кто-то торгует оружием, кто-то возит наркотики. Не из воздуха же они материализуются на российском дипломатическом самолете. Структуры эти нужно защищать, а значит вытаскивать каждого, кто знает, как они работают. Явная несоразмерность тут может работать в плюс, а не в минус. Когда очень заметных и важных для российского оппозиционного движения людей меняют на никому неизвестных уголовников, когда ради Красикова готовы отдать Яшина, это явный сигнал всем остальным Красиковым. Мы за ценой не постоим, мы ради вас захватим кого угодно и выпустим кого угодно. Путин спасает не конкретных неудачников, а свои преступные сети. И это, конечно, темная сторона всей этой истории. В целом, очень позитивная история. Вывезенные вчера в Россию люди не за переход дороги в неположенном месте сидели. И не за пост в интернете. Путинские агенты совершают тяжкие преступления, и каждый такой обмен показывает, они могут творить беспредел и дальше, не опасаясь огромных сроков. Потому что захватят еще кого-нибудь и поменяют. Но также это значит, что обменный фонд западных стран не иссякает. Путинских уголовников за рубежом достаточно, успевай только ловить. За них российскому государству снова придется впрягаться. Никуда оно не денется, а значит, у тех, кто сейчас сидит в российских тюрьмах по политическим обвинениям, есть шанс выйти на свободу. С одной стороны, все описанное, конечно же, полная жесть и не лезет ни в какие ворота. Немцы должны отлавливать и отпускать российских бандитов, чтобы спасать законопослушных россиян от их собственного государства. Это запредельный абсурд, ужас и позор. С другой стороны, на путинское государство и его позор нужно обращать поменьше внимания. Оно позорится уже непрерывно. А вот западные контрагенты в данном случае ведут себя очень круто. Не считают, что на неадекватность нужно отвечать неадекватностью. Они спасают людей и ведут себя как настоящие государства, даже если их визави ведет себя как террорист. Уже после того, как мы записали ролик, вышла пресс-конференция 3 вернувшихся политзаключенных. Давайте послушаем один из фрагментов Владимира Карамурзу. И до завтра. Я, безусловно, продолжу участвовать в российской политике, заниматься политической деятельностью, и мне, возможно, в каком-то смысле проще ответить на ваш вопрос, чем коллегам, поскольку на протяжении очень долгих лет моим основным направлением в политической работе в России было направление международное. В свое время мы вместе с Борисом Ильичем Немцовым активно участвовали в продвижении в целом ряде демократических государств, в том числе в Соединенных Штатах, в Канаде, в Европейском Союзе, в Великобритании, законов Сергея Магнитского, законов, которые ввели персональные, я подчеркну, персональные визовые и финансовые санкции в отношении чиновников путинского режима, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Мой 25-летний срок был в значительной степени таким, что называется, очень ярким сигналом в ответ именно на эту мою деятельность. Это было подчеркнуто недвусмысленно, потому что мне специально назначили судью Подопригорова, который сажал в тюрьму Сергея Магнитского в 2008 году, и который был одним из людей, одним из первых людей, попавшим под персональные санкции в рамках закона Магнитского в Соединенных Штатах Америки. То есть человек, который благодаря мне попал под санкции, вынес мне приговор. Это было сделано очень намеренно и очень демонстративно. Когда мы с Борисом Немцовым работали над продвижением этих законов Сергея Магнитского,
на каждой важной встрече там, с сенаторами, с конгрессменами, с депутатами парламентов Борис Немцов всегда подчеркивал, что мы говорим именно о персональных санкциях. У него была такая фраза: «Страну не трогайте, негодяев наказывайте». И принцип законов Магнитского заключается в том, что лично те люди, которые, разумеется, на основании подтвержденных и достоверных данных, принимали участие в коррупции и нарушениях прав человека в своей стране, нарушали базовые демократические ценности в своем собственном государстве, эти люди больше не смогут вывозить наворованное и пользоваться им, и пользоваться благами демократических принципов в странах Запада. Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что чиновники путинского режима очень любят воровать в России, а тратить и хранить свои деньги на Западе. И закон Магнитского был призван положить как раз этому конец. Мы видим в последние годы, особенно после начала войны, после вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года, мы видим отход от этого принципа многими демократическими странами, об этом сказал Андрей. И мы видим очень часто, что, буду говорить абсолютно откровенно, очень часто санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это, во-первых, на мой взгляд, крайне несправедливо, а во-вторых, контрпродуктивно, потому что дает путинской пропаганде замечательный материал для того, о чем говорил Илья, о том, чтобы представить, и Андрей, о том, чтобы представить, что мы в кольце врагов, осажденная крепость и так далее. Поэтому мне кажется очень важным, и я намерен уделять этому большое внимание в своей деятельности, работать над тем, чтобы санкции демократических стран в отношении путинского режима были именно санкциями в отношении путинского режима. И чтобы, знаете, вот как Салтыков-Щедрин в свое время говорил, что у нас в России большая проблема, у нас часто путают отечество и ваше превосходительство, два этих понятия. Вот, к сожалению, на Западе многие люди тоже путают эти два понятия в отношении России. И я не скрою, было, как минимум очень странно, а как максимум возмутительно читать, когда вот мне, например, в письмах в тюрьму присылали какие-то информационные дайджесты, какие-то там цитаты, какие-то там выдержки из новостей и так далее, где приводились какие-то там выступления каких-то, я подчеркну, я не говорю о всех, но каких-то определенных и довольно высокопоставленных западных политиков. Из этих выступлений следовало, то есть как бы они полностью принимали линию путинской пропаганды, что все в России за Путина, все в России за войну. Понимаете, очень было странно читать, что меня не существует, что Ильи не существует, что Андрея не существует, что еще сотен наших товарищей, которые сидят в тюрьмах, не существует, что не существует тысяч людей, которые получили административные протоколы за антивоенное выступление, что не существует десятков тысяч людей, которые были задержаны полицией на антивоенных протестах в России с февраля 2022 года, что не существует десятков миллионов людей, которые даже по данным официального государственного ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, выступают в России против войны в Украине. И поэтому я вижу основной акцент своей деятельности именно в этой международной плоскости, на том, чтобы напоминать, нам странно, что об этом приходится напоминать, но о том, чтобы напоминать людям в демократических странах, людям в свободном мире, что Россия и Путин — это не одно и то же. И Андрей абсолютно правильно сказал, что санкции должны быть калибрированы таким образом, чтобы они были направлены именно на преступников и именно на режим Путина, а не на просто граждан Российской Федерации по принципу принадлежности к российскому гражданству. И не менее важно, на мой взгляд, наряду с тем негативным аспектом политики свободного мира в отношении России, когда мы говорим о персональных санкциях, очень важен образ будущего. Очень важен позитивный и конструктивный образ послепутинской демократической России. И говорить об этом важно уже сегодня. Вот Андрей сказал о том, что очень неправильно, и я согласен с этим, просто сидеть и ждать. Потому что, как я уже сказал, я по образованию историк, и у нас есть такая особенность в российской истории. У нас все крупные политические изменения наступают вот так, мгновенно, резко и неожиданно, когда никто этого не ждет.
и царская империя в начале 20 века, и советский режим в конце 20 века рухнули за 3 дня. Это не фигура речи, это в прямом смысле слова. В марте 17 и в августе 91 года. 3 дня. Я вам абсолютно точно говорю, никто из нас не знает, когда это случится, но я вам абсолютно точно говорю, что в следующий раз будет так же. И крупные политические изменения в нашей стране наступят резко, внезапно и неожиданно. И очень важно, чтобы не только российское общество думало об этих переменах, готовило эти перемены, готовилось к этим переменам, но чтобы это понимание было и в свободном мире, на Западе, потому что тоже приходилось читать в этих тюремных дайджестах, которые мне присылали, о том, что слышится в странах Запада, в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки, что ну давайте эту Россию вообще огородим забором, изолируем, закроем, пусть значит, она там сама что-то делает, вот, а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Знаете, вот я являюсь убежденным сторонником мира, стабильности и безопасности в Европе. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира, стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы, которой является Россия. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что это настанет, и мне кажется очень важным уже сегодня и российскому обществу, но и людям доброй воли в свободных демократических странах работать вместе для того, чтобы этот день настал немножечко побыстрее. И я вижу свою роль, учитывая многолетний опыт работы именно на международном направлении, делать все, что в моих силах, чтобы этому способствовать.